Тон — это блокчейн для скамеров. В очередной раз побрили СНГ комьюнити, причем несколько раз подряд. Сначала NotPixel вышел так, что лучше бы не выходил, репутация ноткоина просто отлетела. И вчера теперь терминал тоже всех заскамил. Ну и Павс решил просто уйти из Telegram, потому что не соответствует правилам. Давайте обо всем этом поговорим и о токене Тон тоже. Почему его нужно слить в стакан и вообще выйти из экосистемы Тон. Поехали. Всем привет, меня зовут Сергей. Давайте разбираться. Начнем с проекта Терминал. Проект Терминал, он противопоставлялся таким проектам, как Bloom, потому что там накрутки и все такое. И Влад, основатель проекта Терминал, всегда критиковал вот эти накрутки. То есть вроде бы топил за хорошее и радовал комьюнити. Изначально игра была вообще про отгадывание слов. Потом она плавно перетекала, менялась. В конце там появились эти моды. И после того, как они появились, люди начали заносить туда тоны, чтобы получить 20% годовых. При этом проект сам зарабатывал еще параллельно на внутренней игре. У них игра есть CoinFlip, покер. То есть внутри был геймблинг, на котором они зарабатывали. Плюс рекламные интеграции, плюс встроенная реклама, когда ты делаешь пуш, там тоже отображается тебе реклама. То есть деньги у проекта есть. И вроде бы все шло хорошо. Далее был логичный ход, что рано или поздно такая доходность на тоне не может сохраниться. И все ждали, что когда закончатся эти моды, то произойдут выплаты по последним модам, а новые моды уже будут там только с токенами терминал. Ну, это было бы логично, что старые моды постепенно отключаются, оплачиваются за счет доходов проекта, ну а новые уже, кто хочет, покупает моды там, где только токены терминал. И если бы так было, то никакого бы хейта и ничего бы, не случилось. Однако, видимо, не знаю, провели консультацию со Смеркисом или еще где-то, как там скамить народ на тоне, или увидели очень много денег в кошельке и решили вообще не делиться. И они решили просто отключить награды от тех модов, что уже куплены. В последнее время они еще начали делать лимитированные моды. Это моды с увеличенной доходностью. И народ их активно скупал, а они у себя там в амбассадорских программах активно просили инфлюенсеров шилить эту информацию. Когда там появилось значение на модах, что там стала доходность от 0 до, то в этот момент я сразу же своим подписчикам сказал, что немедленно выводим все деньги из этого проекта Терминал и не покупаем никакие новые моды. Тот, кто следит за моим каналом, тот об этом знает. Я и в YouTube делал запись, и в Telegram-канале. Так что подпишитесь на мой Telegram-канал. В Telegram-канале более оперативно появляется важная информация, чем на YouTube. В итоге что вышло? Те, кто накупил эти лимитированные моды, тот, кто постоянно реинвестил, не выводил тоны, они, по сути, сейчас засажены в эти моды, которые теперь не дают доходности. Они сделали какую-то рандомную доходность, там, где ты получаешь 1% за пуш, то есть это нереально ничего окупить, даже нереально забрать вложенные тоны. Ну и, конечно, это не понравилось комьюнити, потому что теперь невозможно забрать вложенные средства. А представьте, там некоторые вообще просто какие-то колоссальные деньги туда заносили, чтобы получать проценты. И сначала эта вся схема работала. Основатели заигрались с пирамидальным эффектом этих модов и не пошли на тот шаг, который бы позволил бы забрать вложенные по старым модам. Хотя у них есть средства для покрытия даже этих дополнительных наград. Но, видимо, они решили взять эти все деньги, там часть большую, скорее всего, присвоить себе в карман, часть отправить на листинг их токена терминал, который планируется в феврале. У меня на аккаунте было 2 мода, я их уже почти прокликал, можно сказать, свое уже оттуда забрал. То, что сейчас там какие-то копейки на пуш падают, это уже какой-то роли не играют, я оттуда все вывел. И вот у меня на аккаунте, если зайти в рефералы, у меня там 40 человек всего зашло по моей реферальной ссылке, когда я говорил о терминале, и никто не занес тоны. Соответственно, что это говорит? Что у меня аудитория просто молодцы, они все прекрасно поняли и просто фармили терминал бесплатно, так как можно фармить терминал именно для получения дропа, при этом не заносить тоны. Так что вы большие молодцы, что не стали туда ничего заносить, а тот, кто даже, может, не мой реферал, но занес, он был предупрежден в тот момент, когда нужно было оттуда все вывести и ни в коем случае ничего нового не покупать. Как будет действовать дальше команда, пока неизвестно. Они налили вчера такой воды, такие тексты написали. Сначала говорили, что сейчас будет решение, сейчас мы все решим, а потом выкатили пост, где просто вода водой и никакого решения. Ну и теперь Влад перешел на темную сторону и побрил людей.
Причем, если другие проекты, они просто не выдают там дроп, например, вы туда что-то там чуть-чуть там где-то донатили или просто потратили время, а вам там дают там малый дроп или там его вообще не будет, то здесь люди реально заносили большое количество тонн туда и ничего теперь с этого не смогут вернуть. Особенно те, кто постоянно там реинвестил, да, вкладывал и вкладывал. То есть, ну, совершали очень глупую ошибку. Надо было по максимуму быстро оттуда все забрать, если уж занесли. Напишите в комменты все, что вы думаете о терминале, сколько у вас там застряло денег, успели ли вы оттуда вовремя выйти или нет. В общем, поделитесь своими эмоциями, не стесняйтесь. Чуть ранее произошел листинг NodePixel, произошел он ужасным образом. Это тоже было очередное бритье СНГ комьюнити, причем это от создателей NodeCoin, то есть именно Саша там за этим стоит. И они вот запустили этот NodePixel. Изначально это была скопированная игра с другой игры, то есть они создали клон под своим брендом. Просто взяли исходный код, немного доделали, запустили, и так сойдет для того, чтобы всех побрить. Они залили мало ликвидности изначально, думали, что будет свеча вверх. И никто не мог склеймить, потому что там через одно место написаны контракты для того, чтобы это клеймить. Была огромная очередь. Ну, естественно, лили в стакан. То есть не было смысла рисовать. Плюс еще много забрали те, кто фармил в пуле. В пуле Earn можно было фармить, то есть залочить кучу там ноткоинов, накупить, или если они у вас и так лежали, можно было получить гораздо больше этих пиксель токенов, чем бы вы играли в эту игру. То есть это просто какая-то бессмысленная параша, ну и дальше непонятно, что с этим проектом будет, зачем вообще этот токен. После того, как это все произошло, видимо, Саша решил, что надо как-то держать курс, откупать, там пытался, он сливал ноткоины, чтобы перезалить их в пиксели. Потом со стикеров, с прибыли, они там продавали стикеры и с этой прибыли пытались откупать этот NodePixel. Но при этом там столько фермеров, что они просто льют и льют в стакан. И там для того, чтобы просто запампить какой курс хотя бы немного, нужно, чтобы покупательская способность была больше, чем на $1,5 миллиона. Ну а на тоне, ну это просто какие-то сейчас неподъемные деньги уже считается. Тем более после такого удара по репутации. В комменты пишите все, что думаете по NodePixel, какие у вас по нему результаты. Совсем недавно Ton Foundation подписал договор, что только на Тоне теперь миниапы должны быть, обязательно должны быть Тоны, никаких других блокчейнов. Ну и это, конечно же, убивает конкуренцию. Ну, первые плоды это то, что те, кто хотел что-то разрабатывать с другими блокчейнами внутри Telegram, они просто ушли из Telegram, потому что зачем им это надо? Они не хотят работать на Тоне. И те проекты, которые были совместно, там какие-то были блокчейны, им приходится либо выпиливать другие блокчейны, чтобы остаться в телеге, либо уходить. И один из таких проектов это нашумевший уже проект Puffs, который все каждый день там новые квесты какие-то придумывает. И вот они заявили, что миниап в Telegram они больше не будут разрабатывать, они уходят на Solana, то есть через Twitter теперь за ними следим, они там новый сайт, видимо, сделают и будут делать дроп на Solana. Скорее всего, там тоже выйдет какая-то параша, всех побреют, это будет невыгодно, потому что корни все равно растут от СНГ комьюнити. Просто они решили побрить людей другим немного способом, не на Тоне, сейчас там тем более очень много негатива, а на Солану немного переключиться, отвлечь внимание. Последим, что будет с Puffs, какой там будет дроп. Что вы думаете по поводу того, что Puffs ушел на Солану и не остался в Telegram? Пишите в комменты. Ну а что касается Тона, вы посмотрите на разлоки. То есть этим все сказано. С февраля пойдут просто линейные разлоки, просто миллионы тонн пойдут в стакан. И какой тут курс может быть 20-30 долларов? У них был шанс до этого это все сделать, если бы они предпринимали правильные шаги и не брили аудиторию. Но тот курс, который они выбрали, он привел их к тому, что теперь этот блокчейн и Telegram, по сути, это все никому не нужно. То есть Telegram может существовать и без Тона как мессенджер. Но на Тоне сейчас просто здесь Паша и друзья устроили такой рассадник скама. И здесь не стоит строить иллюзий, что Дуров ничего не знает. Ну да, конечно, он не знает. Все он знает и все прекрасно понимает. Я думаю, он в доле, неспроста он сейчас во Франции и под следствием. Недавно вот прочитал статью, как на Тоне отмывают деньги в Телеграме. Можете тоже ее прочесть. Это лонг-рид примерно на 40 минут. Кому интересно поглубже посмотреть детали, как именно там все происходит. Но тот, кто прочитает, тот наверняка сразу так же, если у него есть какие-то тоны, сразу продаст.
Я сейчас, если у меня какие-то тоны откуда-то прилетают, я их также меняю сразу на USDT и вывожу. То есть в данный момент ничего хорошего в тоне не происходит. Да, там был, например, такой веселый момент с токеном говно, то есть когда листился пиксель, параллельно еще был листинг токена говно, который просто сделал безумное количество иксов, но этот токен также укатается. Не читайте там, что если это в группе там пишут, что они там тяжело работают над этим токеном, там все будет прекрасно и хорошо. Нет, не будет. Так что все это сливайте, если вы там забрали случайно образом иксы. Это была забавная, веселая история, про которую там написали, это, можно сказать, показали лицо тона. Но, тем не менее, сливайте все равно все эти токены. Как бы они там что ни писали, это также все укатается. Поэтому в токен говно вот уж точно не нужно инвестировать. А если случайно залетели, то просто фиксаните. Ну и что же нам делать? Там на носу еще листинги майнеров. Посмотрим, как нас майнеры нагреют и побреют. Запишу потом ролик, что из этого вышло, потому что у меня там мемхэш, стархэш. Вот это все майнится. Посмотрим, к чему это все приведет. Ну а пока мы просто занимаемся другими активностями, потому что крипта, она не зацикливается на тоне, на телеграме. Есть другие возможности зарабатывать по-разному. Например, из таких вот активностей последний, это в Апексе сейчас идет сезон, когда можно крутить объемы, получаешь XP, получаешь дроп в токенах Apex. Я уже один дроп, ретро-дроп получил. Ну а дальше там кто торгует, тот получает XP, и раз в 2 недели подводятся результаты. Ну и, соответственно, будут реально выплаты в токенах. Здесь вот участников не так уж много, поэтому у вас больше награда. Об этом пока мало кто говорит, но для вас как раз есть шанс первыми залететь, прокрутить объемы. Это как на Hyperliquid было, когда крутили объемы, просто можно взять какой-нибудь биткоин или эфир, там где ликвидность, и просто погонять $1000 туда-сюда. И вот у вас как раз-таки нафармятся объемы, и потом вы получите дроп. Еще одна из активностей, это, например, промо-акции на биржах, которые постоянно что-то делают. Например, вот на BitGet есть там раздел, сейчас появился, Candy Bomb называется, то есть когда вы определенным токеном торгуете, и вам еще в этом токене дополнительно идет дроп. То есть вот такими акциями пользуйтесь, и у вас уже будет небольшой, но прирост все-таки к вашему депозиту. Ну а на всякие эти дропы, которые в телеге, уже не рассчитывайте. Ссылки на это все я оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Еще сейчас запустилась сеть Abstract, и там есть активности, за которые наверняка потом придет дроп. Если интересна эта тема, маякните в комментарии, может быть, сниму про это ролик. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч и всем профита!